Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я расскажу сегодня о создании и разворачивании веб-частей с помощью SharePoint Framework. Итак, несколько слов обо мне. Я фронтенд-разработчик в компании Smart Business. Основную часть времени я занимаюсь кастомизацией SharePoint сайтов, то есть занята на SharePoint проектах, также разработкой веб-частей для SharePoint, также UI-компонентов и интерфейсов под другие веб-приложения и также разработкой кастом-визуалов и других UI-компонентов. Итак, что нас ждет сегодня? Я расскажу, что такое SharePoint Framework в целом, для чего он нужен, какие ключевые возможности он представляет, что с помощью него можно делать, какие его преимущества, а также расскажу, как создавать веб-части с помощью SharePoint Framework, разворачивать их на тенанте и добавлять к себе, собственно, на страницу. Итак, с приходом и постепенным переводом SharePoint. Слышно? Думаю, да. Все, окей. Продолжать? Да, SharePoint постепенно переходит на Modern UI, или так называемый New Experience Interface. Это влечет за собой не только изменение внешнего вида, как мы видим, но также изменение модели работы вообще со страницами, веб-частями, взаимодействия с данными SharePoint. И, собственно, для этих целей был разработан SharePoint Framework. Что же он собой представляет? SharePoint Framework — это модель работы модель страниц и веб-частей, которая предоставляет полную поддержку разработки клиент-сайт приложений, а также простую интеграцию с данными SharePoint и поддерживает open source инструменты. Основные возможности и преимущества SharePoint фреймворка в том, что, во-первых, как сказал Вова, Modern UI, он responsive out of the box, и нам не нужно задумываться о лейауте страницы, нам нужно просто сделать наше само приложение адаптивным, обо всем остальном позаботиться уже сам Modern UI. Также SharePoint Framework поддерживает и классические страницы, и страницы Modern интерфейса. Наши веб-части попадают не в iframe, как в некоторых случаях при разработке под классический интерфейс, а интегрируются в реальное DOM-дерево. И сам SharePoint Framework предусматривает работу с open-source технологиями, такими как Gulp, Webpack, Node.js, NPM, соответственно, а также он ориентирован на работу с разными фронтенд-фреймворками, такими как React, это то, что предоставляет сам генератор из коробки, и любые другие фреймворки, с которыми вам удобно работать, либо которые требуются вам для работы. Итак, какие типы приложений можно создавать с помощью SharePoint фреймворка? Это веб-части, также экстеншены, либо расширения, и с недавних пор можно добавлять также табы в MS Teams. Если подробно о каждом типе, то веб-часть — это, как и в классическом понимании, это то, что мы добавляем на страницу, на определенную, как компонент страницы, такой строительный блок наших страниц.
Экстеншены не требуют добавления на страницу, они добавляются на сайт и являются как бы как расширением к сайту, либо сайтовой коллекции, и уже применяются относительно всего сайта. То есть это удобное такое расширение user experience SharePoint, в котором можно включить, например, работу с нотификациями, либо какое-то глобальное подключение стилей, либо какого-то, я не знаю, шрифта, скриптов повсеместно по всему сайту. И, собственно, вкладка в Microsoft Teams, мы можем добавить свою кастомную вкладку и получить доступ к данным нашей темы и данным сайта, SharePoint Team сайта, который создается под эту тему. Сегодня мы конкретно поговорим о создании веб-частей. Итак, какие взаимодействия с какими технологиями предусматривает SharePoint Framework? Это обязательное наличие Node.js NPM. Также для SharePoint Framework используется Yeoman для скаффолдинга, для создания темплейта проекта. Для сборки проекта в основном используется Gulp. Также может быть использован Webpack. Любой код-эдитор, который вам по душе. Я использую VS Code, потому что там довольно много возможностей и расширений, которые помогают, в принципе, в работе с SharePoint. И также есть расширения, которые предназначены конкретно для работы с SPFX. И вы можете использовать фреймворк какой хотите, как я и говорила. И на этом моменте мы можем перейти к демо. Да, для начала у нас есть сайт. И давайте откроем папочку, которую я создала специально для нашего SmartTalks. Для того, чтобы создать нашу веб-часть, нам необходимо воспользовавшись терминалом, я буду пользоваться терминалом VS Code, можно использовать обычный виндовый терминал. Нам необходимо запустить процесс скаффолдинга. Я предусматриваю то, что у вас уже есть установлен Node.js. Кстати, последняя поддерживаемая версия Node.js это 8.9.4, если я не ошибаюсь. То есть, в принципе, вообще все версии, мажорной версии 8 поддерживаются. Вот. И также у вас должен быть установлен Yeoman, Gulp глобально и SharePoint генератор. Итак, мы запускаем команду Yeoman. Мы видим, что вызвался SharePoint Client-Side Solution генератор. И далее мы указываем имя нашего solution. Пусть оно так и остается SmartTalks. Дальше нам предлагают выбрать версию, под которую мы будем разрабатывать наше решение. Доступны 3 варианта. Это SharePoint Online только. Это самый последний вариант. Также есть возможность выбрать SharePoint 19 и онлайн, и SharePoint 16. Здесь идут версии on-premise SharePoint, то есть SharePoint 19 и SharePoint 16 с Future Pack 2 поддерживается. Мы выберем самую последнюю онлайн. Это соответствует нашим требованиям. Далее выбираем, использовать ли папку, либо создать новую для нашего решения. Мы используем нашу папку, потому что она специально и создана для этого решения.
Разрешит ли администратору тенанта иметь возможность сразу задеплоить наше решение по всему тенанту, чтобы оно было доступно на всех сайтах без любого фичер-деплоймента? Это значит, что один раз задеплоив, мы получим сразу на страницах возможность подключать наши веб-части. Если, это нужно только если нам действительно наша веб-часть используется довольно часто по тенанту, и нам нужно использовать ее на многих сайтах. Я думаю, мы выберем «нет». И нужны ли нашему решению пермишины для доступа к веб-API, которые защищены Azure AD, они нам тоже не нужны. И, собственно, что мы создаем? Веб-часть или расширение? Название нашей веб-части. Здесь дается на выбор, какой фреймворк мы хотим использовать, либо не использовать фреймворк вообще. Из коробки, как я говорила, идет на выбор шаблоны React и Knockout, но если мы хотим использовать какой-то другой фреймворк, то просто выбираем Node.js Framework, и дальше уже после процесса скаффолдинга мы сможем изменить наш темплейт под наши нужды. Да, таким образом мы запустили процесс скаффолдинга. Нужно какое-то время, чтобы подключить все зависимости, установить все модули, которые нам необходимы для нашего проекта. Мы уже видим, что в нашей папке появились какие-то папки и файлы. Давайте, пока у нас происходит процесс скаффолдинга, я могу рассказать о каких-то важных из них. Собственно, gulp файл — это файл, в котором прописываются наши задачи галпа. Здесь мы можем также добавить наши какие-то задачи по своему усмотрению. То есть можно подключить какое-то сжимание картинок, я не знаю, еще какие-то фичи. Это системный файл Yeoman, который содержит какую-то информацию о версии, названии библиотеки и так далее. Также менеджере пакетов. И вот здесь вот как раз один из properties — это is domain isolated. Это то, что мы выбирали, что будет ли наша веб-часть доменно изолирована, то есть это довольно новая фича, она еще тестится Microsoft, и об этом говорится в официальной документации, поэтому ее еще не так часто используют. Далее у нас есть tsconfig, tslint, это файлы, которые необходимы для разработки на TypeScript. У нас есть папка config, в которой хранятся какие-то метаданные, опять же, о нашем приложении, нашем решении. Здесь, например, есть точка входа, манифест файл указан, локализация. В файле package solution, опять же, есть информация о том, domain isolated ли наше приложение, и include client-side assets — это по умолчанию установленная в true property. Оно подразумевает, что внутри нашего пакета будут содержаться все необходимые статический контент. И мы видим еще какие-то устанавливаются зависимости. В Node Models, понятное дело, что у нас все модули, которые необходимы нашему приложению. И в папке Package информация о нашем пакете с какими-то dependencies, с какими-то главными верхнеуровневыми зависимостями. И также создался package log, который содержит полное дерево зависимостей. Да, мы видим, что процесс скаффолдинга завершен, и
нам подсказывает, что для того, чтобы запустить нашу веб-часть, нам необходимо только задать команду gulp serve. Она по умолчанию заранит нам сервер, откроет по умолчанию установленный браузер и нашу рабочую область. Это рабочая область, которая открывается у нас на localhost. Она не имеет связи с SharePoint, с контекстом SharePoint, поэтому, в принципе, стандартная веб-часть, которая генерится SharePoint-генератором, она, в принципе, не имеет связи с SharePoint данными. Вот мы видим в перечне веб-частей нашу веб-часть созданную. И вот так вот она выглядит. Мы можем изменить ее. Вот здесь вот у нас хранится поле описания. Здесь мы можем описать его. Изменить. Также здесь есть возможность просмотреть мобильную версию, протестировать нашу веб-часть на разных разрешениях. Для того же, чтобы посмотреть, привязаться к SharePoint контексту, нам необходимо будет зайти в Workbench уже внутри сайта SharePoint. Давайте пока посмотрим, что же самое главное, какая логика хранится у нас в веб-части. Самое главное хранится у нас в папке source. Вот это вот и есть наша веб-часть. Здесь идет манифест, файл стилей и главный файл с логикой. Итак, что здесь нужно знать? О том, что это вот базовый класс Base Client Side Web Part, который мы должны обязательно расширять в классе нашей веб-части для того, чтобы она была валидной. Собственно, метод render, который рендерит нашу веб-часть. Мы видим, здесь у нас подгружается из properties наш description. И, собственно, здесь этот description задается. То есть мы видим тип поля текстовое, лейбл, название, внутреннее нашего поля. Это самый простой такой шаблон веб-части. Да, здесь не идет привязки к каким-то SharePoint данным, поэтому эта веб-часть будет отображаться одинаково, в принципе, как на локальном Workbench, так и из сайта SharePoint. Давайте теперь зайдем, посмотрим на эту же веб-часть уже из Workbench нашего сайта. Нам нужно прописать layout Workbench. И здесь у нас похожая страница открывается на ту, которую мы... Так, у меня здесь уже добавлена какая-то веб-часть. На ту, которую мы видим у себя на localhost. Разница только в том, что здесь вы находитесь внутри контекста. И здесь мы тоже можем добавить нашу часть. Вот она добавилась. Она выглядит немножко по-другому из-за того, что здесь уже применена другая тема. Опять же, мы можем ее изменить. Возможности, в принципе, те же, что и на локальном Workbench. И теперь, по логике, мы посмотрели, что наша веб-часть работает. Мы можем ее собирать. Для этого нам необходимо остановить наш сервер и собрать дебаг-версию нашего решения. Для этого прописываем команду gulp bundle.
выполняются какие-то таски определенные, например, компиляция SAS файлов, компиляция TypeScript файлов и так далее. И в папочке dist у нас появились файлы, которые уже содержат инфу о скомпилированной веб-части. И теперь для того, чтобы упаковать это все в решение, которое мы сможем задеплоить, мы набираем команду gulp package solution. Опять же, это все создает дебаг-версию по умолчанию. Если мы посмотрим при бандле, у нас build target был debug. По умолчанию стоит версия debug. То же самое и здесь. И нам пишут done. Да? Done. All done. Таким образом, у нас появилась еще папочка SharePoint, в которой хранится наш собственный SP-package и debug. Теперь давайте задеплоим нашу веб-часть. Для этого нам необходимо перейти в сайтовую коллекцию apps. И у нас есть здесь вкладка Apps for SharePoint, в которую мы, собственно, и добавляем нашу наш пакет. Мы видим, что он добавлен и что он будет брать контент пока что из localhost, так как мы в дебаг-версии еще не применили public CDN, об этом расскажу позже. Итак, мы деплоим нашу веб-часть. Вот она добавилась. И теперь мы можем перейти на наш сайт. И добавить на нашем сайте наше решение. Вот оно появилось в апсах. Вот мы видим среди добавленных приложений наше. И теперь мы можем, собственно, создать, давайте создадим Modern страницу. И уже добавим на нее нашу веб-часть. И да, такой момент она не заработает, потому что она работает только при включенном сервере, поэтому нам нужно опять запустить наш сервер. Опять же, запускаем браузер. Так. И вот у нас отобразилась наша веб-часть. Как я говорила, веб-части можно также отображать на классических страницах. Для этого давайте зайдем на классическую страницу, например, главную страницу нашего сайта. И добавим в нее веб-часть. Наша веб-часть будет храниться по умолчанию в папочке other. Вот она есть. И мы видим, что она добавилась. Мы точно так же можем ее настраивать, как и на Modern страницах. Вот, в
принципе, принцип точно так же. Точно такой же. И теперь, если мы убедились, что на наших страницах наша веб-часть отображается правильно, мы можем посмотреть, кстати, что данные у нас действительно тянутся из localhost. Теперь нам нужно сделать релиз-версию нашего пакета. Для этого мы просто добавляем к gulp bundle атрибут ship. Разница, в принципе, между дебаг-версией и версией релиза в том, что, во-первых, в дебаг-версии создаются еще source map файлы, с помощью которых мы можем просто дебажить через браузер нашу веб-карту. Да, теперь пишем gulp package solution, также с атрибутом ship. Также какая еще разница? Ну, разница в том, что минифицированные файлы, понятное дело. Теперь при дебаг-версии при запуске команды bundle у нас создаются файлы в папочке dist, а при релиз-версии у нас будут добавляться файлы в папку temp deploy. Итак, у нас упаковалось наше решение. Единственное, что я забыла сделать, нам необходимо было изменить версию нашего решения. И это обязательно нужно сделать. Потому что у нас будет конфликт версии, так как у нас на нашем сайте уже установлена веб-часть с этой версией. Давайте просто поменяем ее вот здесь. И нужно опять-таки перезапустить эти команды. Так, все готово. Теперь мы можем задеплоить уже наш новосозданный пакет. Почему-то не показала окошко, в котором... Давайте мы лучше удалим его. Я хотела просто продемонстрировать. Да, все равно ничего не произошло. Ну, в общем, уже в модальном окне должно было появиться, что наш пакет берет контент уже с SharePoint Online, то есть с Public CDN. Итак, давайте проверим тогда это уже на нашем сайте. Да, я же удаляла веб-часть. На самом деле это странно. Ладно, давайте посмотрим, добавилась ли она здесь. Думаю, дело в том, что я зря удалила веб-часть. Мы сейчас ее удалим и здесь, для того, чтобы заново добавить на наш сайт.
Мне это не нравится. Какая-то странная версия почему-то. You would point that package. It's not valid per rules defined in the open package and conversation specification. Да, у нас в пакете какие-то ошибки. Это очень странно. Потому что сама сборка не дала никаких ошибок. Окей, давайте вернем версию. Возможно, в этом причина, я не знаю. Секундочку, подождите, мы сейчас топливом батарею поменять. Угу. Думаю, мы сейчас просто откроем какое-то решение для того, чтобы показать, как оно работает. Пам-пам-пам-пам-пам. У меня здесь, похоже, нету никаких тестовых решений, но есть последнее разработанное. Это тоже подойдет. Оно у меня уже добавлено здесь. Здесь оно есть. Вот оно, employee директория. Но его нету на нашем сайте. Правильно? Employee директория, client site, бла-бла-бла. Так, сейчас. Да, когда веб-часть упакована уже в релиз-версию, у нас есть, мы видим, что она берет контент с SharePoint Online. И на нашем сайте надеюсь, мы сможем ее найти. Да, возможно, она добавлена. Я просто не помню точно, устанавливала ли я возможность tenant-администратору добавлять ее сразу же на весь сайт, на весь tenant, поэтому, возможно, она уже добавлена по умолчанию, поэтому мы ее просто не видим. И нет, ее здесь нету. Employee директория. Чудеса. Давайте попробуем. Я вижу, что она не зачекинена. Discard changes.
Нет, здесь она все так же не появилась. Возможно, появилась в веб-каталоге. Так. Не появилась. Какая-то странная штука. Окей, это какая-то ошибка, возможно, с версионностью. Не уверена. Такое иногда бывает. Нужно перезаливать просто файлы заново. Да, что я хотела сказать еще в завершение. Да, вы также стоит сказать, что внутри самой веб-части для работы с данными вы можете использовать все те же подходы. Это JavaScript Client-Side Object Model и все тот же REST запросы. Также вот полезные ссылки по данной презентации. Я включила сюда также расширение для VS Code, которое помогает более удобно работать с SPFX. Ну и, возможно, есть какие-то вопросы. Спасибо за внимание. Да. Вы сейчас поговорили о тенанте. Просто не совсем ясно, что это такое. Tenant — это наш рутовый сайт, вот, который находится вот здесь. Вот. Здесь конкретно мы находились на тенанте ASB Learning SharePoint. Дальше уже идут сайтовые коллекции, и у них подсайты. Ну, это в классическом интерфейсе. Да. А можно ли, допустим, если мы используем React, можно ли пользоваться другими способами запроса данных, например, REST и JS? Был вопрос по поводу того, что если мы используем React, можно ли использовать другие способы получения данных, кроме REST-запросов и JavaScript Client-Side Object Model? Нет, для работы, если вы получаете данные конкретно из SharePoint списков, то, и библиотек, то вам нужно использовать либо REST, либо JSON. Да. А потом конфигурация та же, то есть мы в state компонента React, если мы React используем, записываем, и потом уже те же методы, которые обычно в React используем. Да, все то же самое. SharePoint Framework, он больше предоставляет именно темплейт работы с SharePoint в этом плане. Доступ к данным, все такое. Да, есть еще вопросы? Ну, тогда, думаю, на этом все. Спасибо.